Всем Таня, с вами Даня. И тут я рассказываю об умных вещах простым языком. В сегодняшнем выпуске мы попытаемся разобраться, возможно ли путешествие во времени. А может быть, мы уже умеем летать туда-сюда. В этом вопросе нам помогут черные дыры. Для начала я предлагаю поговорить об устройстве нашего мира. Представьте такую ситуацию. Вам на улице встретился Хокинг. Да-да, тот самый, почему бы и нет. И он, положа вам руку на плечо, говорит: «Слушай, братан, а не хочешь ли ко мне на вечеринку?» Сначала вы, конечно, немного офигеете. Во-первых, от того, что вы встретили Хокинга, а во-вторых, от того, что он положил вам руку на плечо. Но ведь трудно не принять такое приглашение, не так ли? Именно тогда он даст вам координаты. Допустим, площадь Ленина, дом 65, квартира 103. Я уверен, что в каждом городе есть площадь Ленина. После этого дорогой Стивен отправится обратно к себе на покой, а вы пойдете по адресу. В этом нет ничего сложного. Если у вас есть с собой телефон, то вы быстро найдете нужное место. И вот вы уже такой радостный поднялись на этаж и звоните в квартиру. Вам открывает здоровый мужик и говорит: «Слушай, парниша, ты немного опоздал. Вечеринка была вчера с 14:00 до 20:00. Естественно, вы будете разочарованы и подумаете: «Йоу, Стивен, что за фигня? Зачем ты меня обманул?» Но ведь на самом-то деле он никого не обманывал. Хокинг указал вам все нужные данные для пространства. Но вот только проблема в том, что мы живем не в пространстве, а, как ни странно, пространство времени. Смотрите, в нашем случае вечеринка – это событие, но ведь нельзя указать на событие лишь с помощью метки в пространстве. Так что вот, на данном этапе вам следует запомнить, что мы все живем в штуке под названием пространство-время. Теперь же перейдем к черным дырам. Да, они нам тут действительно понадобятся. Думаю, что все из вас примерно знают, что такое гравитация и сила притяжения. Так что давайте сразу определим, что такое черная дыра. И нет, это не место в вашей бывшей. Черная дыра – это такая область пространства-времени, гравитационное притяжение которой настолько велико, что ничто не может ее покинуть. Ничто, то есть вообще ничто, даже свет. Именно поэтому они и называются черными. Но подробнее о черных дырах мы поговорим в другом выпуске. Сейчас же нужно усвоить лишь то, что они обладают прям огромным гравитационным притяжением. Усвоили? Отлично, идем дальше. Уже давно установлено, что материя тем сильнее замедляет время, чем сильнее ее гравитационное поле. Другими словами, чем массивнее объект, тем медленнее идет время возле него. Теперь проведем небольшой мысленный эксперимент. Представьте, что вы астронавт. У вас есть 2 пары часов. Вы каким-то чудесным образом преодолели 26 тысяч световых лет и попали к сверхмассивной черной дыре в центре нашей галактики. Одну пару часов вы оставили на Земле, а другую взяли с собой. И вот вы смогли выйти на орбиту черной дыры. И крутитесь такие крутитесь. Для вас ничего необычного не происходит. Часы идут с такой же скоростью, как и на Земле. Но, как только вы вернетесь на Землю, то нормально так офигеете, ведь там прошло уже несколько миллионов лет. Пришел ко второй паре, так сказать. Но на самом деле, чтобы поиграть со временем, не обязательно лететь к черной дыре. Мы ведь уже установили, что кривизна пространства-времени зависит от силы гравитации. А чем у нас обладает Земля? Гравитацией. По мере удаления от Земли уменьшается и действие ее гравитации на тело. Уже не раз проводился подобный эксперимент. Мы опять же берем 2 пары сверхточных цезиевых атомных часов. Одни помещаем на высокую точку, допустим Эверест, а другие оставляем где-нибудь в Мухосранске около подножья Эвереста. И ждем 24 часа. По истечению этого срока опускаем первые часы к часам в Мухосранске и сравниваем значения. И вот тут я предлагаю вам самим подумать, какой же будет результат. Думаю, что теперь мы наконец смогли дать ответ на вопрос: возможно ли путешествие во времени? Да, да и еще раз да. Но надо заметить, что мы говорим лишь про перемещение в будущее. С прошлым же все гораздо сложнее. Но я с радостью расскажу вам и об этом, а точнее
Попытаюсь разобраться вместе с вами. Возможно ли путешествие в прошлое и, если да, то каким образом? Ну что ж, с вами был Даня. Берегите себя и своих близких. Стоп, это из другой программы. Подписывайтесь, оценивайте видео и предлагайте темы для новых выпусков в комментариях. Всем пока.